Если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите, я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения. Присоединение Крыма к России не является аннексией, потому что единственная форма демократии – это волеизъявление людей, проживающих на определенных территориях. Вот вы меня спросили про Крым, про Украину, но это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушение Конституции Украины. Не мы же там пирожки раздавали повстанцам на этот счет. Да, мы понимаем, там сложные процессы, но не таким же образом их нужно решать. Причем где? Прямо у наших границ. На этом наша дискуссия по Крыму завершена. Почему столько людей, которые выступают против Владимира Путина, вдруг были убиты? Бывший Сергей Скрипаль, бывший офицер разведки и двойной агент, он был жертвой атаки нервного паралитического газа. Около Кремля также погиб оппонент. Анна Политковская была убита в доме. Почему столько людей, которые являются политическими оппонентами Владимира Путина, подвергались таким нападениям? Ну не всегда. А вас что, президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом, что ли? Кеннеди где убили? В США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, там, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем. А то, что в России происходят и криминальные проявления, так да, к сожалению, это так. Россия находится еще в состоянии, в значительной степени, в состоянии своего государственного становления. И здесь много, к сожалению, проявлений подобного рода. Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают. Но вы сказали про Скрипалей. Значит, мы хотим, чтобы нам дали хотя бы какие-то документы на этот счет, хоть какие-то материалы, ведь никто конкретного ничего не говорит. Так же, как в случае обвинений нас во вмешательстве в политические процессы в США. Ведь ни одного документа не дали. Теперь вот мы слышим, что еще 2 человека пострадали от этого так называемого химического препарата, который называют новичком. Но я даже фамилии этих никогда не слышал. Ну что это за люди? От чего они пострадали? Почему? Какое она... Они подняли бутылку, которая использовалась для нападения Скрипалей. Последний вопрос могу задать? Нет. Давайте мы с этим разберемся. Какую бутылку? Кто поднял? Где поднял? Где химический состав? Или, может быть, есть другие причины, от которых люди эти пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании? Но с этим же никто не хочет разбираться как следует. Просто голословное обвинение. Это просто, не знаю, ну зачем? Зачем ухудшать наши отношения? Мы и с Великобританией хотим их выстраивать должным образом. И, наконец, одна из причин, по которой вы хотели сделать это интервью, сводится к тому, чтобы люди в США и на Западе лучше поняли вас. Вас очень часто называют сильным человеком, автократ, человек, который является символом силы России. Эти характеристики правильные? Я не претендую на то, чтобы быть символом России, но с точки зрения действующего закона, флаг, гимн, сам институт президентской власти в известной степени являются символами страны, и не только России, но и любой другой страны. Надеюсь, что моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что она готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки. Вот я уже говорил по поводу экономики. Но смотрите, я господину Трампу приводил эти примеры. Сейчас на нашем рынке, скажем, европейцы продают товаров в год на 100 миллиардов долларов. Плюс еще на 50 миллиардов продают услуг.
Китай продает на нашем рынке примерно 57 товаров на 57 миллиардов долларов. А США, знаете на сколько? На 12. А услуг на 5. Вот это результат вашей политики, в том числе санкций. Ну кому это нужно? Взяли, вы выгнали свои компании крупные с нашего рынка. Они ушли и уступили место конкурентам. В том числе в крупных проектах, в которых они были крайне заинтересованы. Потому что деньги даже вложили. Потеряли даже деньги там некоторые. Ну зачем? Мы заинтересованы в развитии отношений и в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодоления кризисов, борьбы с терроризмом и в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении. Когда вас избрали первый раз, в 2000 году, вас представляли как демократического реформатора. Вы говорили о ценности европейской культуры, и вы не исключали даже возможности вступать в НАТО. Что случилось? Во-первых, со мной ничего не изменилось. Я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации, уже будучи взрослым человеком, как известно. А в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются. Но мы вынуждены реагировать на все, что происходит вокруг нас. Во-первых, расширение НАТО на восток двумя волнами. Когда Советский Союз уходил из Германии, нам было сказано, что об одном русские должны знать, это точно. Расширение НАТО на восток за границы Германии на восток не будет. Двумя волнами все произошло. Несмотря на наши принципиальные возражения. Плевать хотели на наши возражения. Мы просили не выходить из договора про противоракетной обороны? Нет. Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке. И несмотря на наше предложение не делать этого, поработать совместно, все это было отклонено. Есть и другие примеры. Ну, например, это события в Югославии. Вы знаете, что и президент Ельцин категорически возражал против военных операций, которые не были санкционированы Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. А это единственный способ применения вооруженных сил легальным образом. Нас никто не послушал. Были и другие примеры, которые ухудшали наши отношения. Скажем, вот распространение американского законодательства за пределы американских национальных границ. Санкции различные и так далее. Это же мы, что ли, вводили? Это же вы это сделали. Вот вы меня спросили про Крым, про Украину. Но это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушение Конституции Украины.